Всем привет! Не секрет, что современная идеология, воздействие и влияние СМИ не только не способствует возрождению и расцвету культуры, но наоборот приносит ее в жертву идеологии потребления. Безусловно, культура переживает кризис, но он, наверное, не столь заметен, как те же самые финансовые потрясения, которые каждый ощущает на собственной шкуре. Так, например, социолог Дэниел Белл прямо заявил о нежелательности существования такого понятия, как культура, ведь важен рынок. А для рынка востребовано совсем другое. Это экономическое чутье, это быстрота принятия экономических решений и готовность сыграть на разнице в цене. Нам вдалбливают в голову тезис, что экономика – это судьба. И пытаются культуру также полностью подчинить политике извлечения прибыли. Экономика подчинила все, и идеологию, и религию, и историю, и политику. Деньги стали мерилой всех вещей, и в погоне за ними человек растерял все человеческое. Также нам теперь прививается то, что главное для нас – это разнообразие мнений. Так, например, для кого-то коррупция – это безнравственно, а для кого-то это вполне себе реальный способ заработать. И каждое из этих мнений не должно ущемляться в каких-либо правах. Нравственно все, что ты захочешь сделать. У американцев есть такое выражение – конвенциональная мудрость. Другими словами, это мнение большинства, даже если это большинство сплошь и рядом состоит из морально неустойчивых или просто глупых людей. Их идеи или их объяснения никто не проверяет, ведь их придерживается большинство. А большинство значит правы, и один в поле не воин. Буквально исповедуя этот принцип, на экраны прорываются откровенно невменяемые люди с их откровенно невменяемыми идеями. Хочешь? Пожалуйста, пропагандируй национализм, никто тебя не удерживает. Ведь высказывание своего мнения, мол, напрямую не ущемляет ничьих свобод. Хочешь, матерись в своем творчестве? Пожалуйста. Хочешь, унижай публично. Если поддерживающее большинство, значит, это нравственно приемлемо. Знаете, есть такое выражение – из грязи в князи. Так вот, оно в большинстве постсоветских стран говорило не только о стремительном обогащении каких-то отдельных индивидуумов за какой-то короткий период времени, но также и о несоответствии их финансового благополучия скорее общему уровню культуры этого человека и его сложившейся системы ценностей. То есть их быстрое перемещение по карьерной лестнице, по лестнице материальных благ не успевает за их ростом образовательного и духовного уровня. Но вернемся к культуре. Культуре и искусству сейчас массово никого не учат. Только самих деятелей, самих художников, то есть самих профессионалов. А без понимающих зрителей, без понимающих читателей, без понимающих слушателей искусство, оно тоже деградирует, оно тоже вырождается в какую-то развлекательную ерунду, какую-то необязательную культурную услугу, о наличии которой, я думаю, вскоре, уже в ближайшие 15 лет, и не каждый будет знать. Массовость губительна. И Кончаловский как-то недавно сказал, и сейчас процитирую его слова, но недословно. Те, кто не исполняет обязанности, не могут иметь права. Посмотрите на китайскую цивилизацию, посмотрите на христианскую цивилизацию. Там прежде всего были обязанности. Когда человек получает все права, он теряет человеческий облик. А что такое обязанности? Обязанности – это культура. Давайте представим, что некто создал шедевр, что-то такое ценное по базово-культурным понятиям. Чтобы это творение или этот творец пробились к зрителю, пробились к слушателю, необходим продюсер, необходим пиар, необходимы просто значительные финансовые вложения. И что мы получаем? Творцу сейчас практически невозможно прогреметь на весь мир, поскольку он часто просто финансово неконкурентоспособен. А даже если пробьется, что мы получим?
Вы прекрасно знаете, что государство иногда выделяет бюджет для поддержания тех же библиотек, тех же музеев, то есть как-то пытается нести культуру в массы, выделяет деньги на производство определенных фильмов, на издание книг. А что в ответ? А в ответ тишина. Те, кто вроде бы призван возрождать и расширять культурный слой, то есть представители культурной, интеллектуальной сердцевины, давайте назовем это так, они сейчас заняты главным образом чем? Тем, чтобы попасть лишний раз на ТВ, либо в интернет, любыми способами, даже самыми низкими. Заняты сражениями также, чтобы попасть в списки выдвигаемых на получение каких-то госзваний, госнаград. И им уже далеко не до повышения какого-то культурного уровня. И происходит, безусловно, вот эта вот культурная ассимиляция. Честно говоря, вот эти вот все нескончаемые карантины, вот это вот онлайн-обучение, это как будто бы такой специальный прием, чтобы еще больше снизить общий уровень культуры, общий уровень образованности. Знаете, мы так и с плоскоземельцами с вами сольемся. Также я не понимаю, как можно выбросить книгу. Это же не только источник раздумий, источник осмысления, источник знаний, но и какой-то важный культурный маркер, наверное, к которому мы прибегаем с вами в течение всей жизни. Есть, конечно же, и иное мнение. Мол, зачем при переездах хранить всю эту гору книг в небольшой квартире, ведь в любой момент можно открыть интернет, там на сайтах бесплатных библиотек все это скачать. Ну, то есть книга, она стала лишь атрибутом, причем атрибутом старого быта, а возможно уже и ветхого. Тем временем культурологи уже предупредили, что книга как базовый элемент нашей культуры практически потеряла свое значение. К чему это приведет, мы узнаем с вами через несколько поколений. Хотя основные веяния мы уже видим. Это бездуховность, это утрата каких-то мыслительных ресурсов, какого-то интеллектуального потенциала и, наверное, поиск низкопробных развлечений. Британский философ Джон Стюарт Миль считал, что лучше быть недовольным Сократом, чем довольной свиньей. Прислушаемся. На сегодня у меня все. Если у вас есть какое-то интересное мнение по этому поводу, оставляйте его внизу в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!